Вот такая у нас непредсказуемая зима. То снег, то оттепель. Как же перенесли такую зиму мои розочки-первогодки и второгодки, из которых большая часть была укрыта еще в конце октября. Часть укрыта уже после морозов и первого снега, ну а часть так и осталась неукрытой. Так есть ли разница? Как перезимовала моя первогодка Ангела. Все зелененькие побеги. Почки уже распустились. А это аспирин, тоже первогодка. И здесь все зелененькое. И тоже почки распустились. Набухли. Первогодка Флорентина. Посажена сюда во второй половине лета. Здесь Мидсаммер и Мадам Анисет, но укрыла я на самом деле их только в январе месяце. То есть в ноябре были по голой земле, и они остались у меня не укрытые. Выпал снег, когда уже растаял частично, а здесь все еще было в снегу, я прямо по снегу укрывала. Дуги у меня стояли, у меня не было тогда укрывного материала. Сравниваем, как перезимовали розы, которые сначала были не укрыты. Так, это у нас Мадам Анисет. Выглядит зелененькой. Весной посажена. Это тоже Мадам Анисет. Я докупила еще 2 саженца и посадила во второй половине лета. А это Мидсаммер. Видно, что верхняя часть вся замерзла. А это Хансестад Росток. Осталась неукрытая. Все концы почернели. Давайте посмотрим на второгодку. Black Forest Rose. Живая. Но на побегах какие-то черные точки. Не красные, не фиолетовые. Если кто знает, скажите, что это. Я надеюсь, не надо ее обрезать. Во всяком случае, можно было бы поэкспериментировать и посмотреть, что с ней будет. В прошлую зиму я не укрывала ее, и она вымерзла ровно до уровня земли. Это все то, что наросло в прошлом году. Большинство роз у меня на возвышенных клумбах. Весной 2010 года на участке был потоп. Талая вода не могла уйти в промерзшую землю. То же повторилось и в последующие годы. Перед домом посаженные яблони вымерли, клумбы были затоплены водой, некоторые многолетники не выжили. Тогда я не знала, что с этим делать. Казалось, это неизбежность. Опыт приходит с годами. Теперь я практически все сажаю на возвышенностях. Во-первых, весной там быстрее тает снег. Во-вторых, земля быстрее прогревается. Ну а в-третьих, у растений толстый слой плодородной земли. Также и эта розочка у меня осталась неукрытая. Home and Garden. И тоже верхушки замерзли. Здесь еще 2 Home and Garden. Здесь планировалось сделать более плавный подъем и буду косить вокруг. Посажены во второй половине лета. Тоже живые, но верхушки подмерзли. Под туннелем у меня жасмина.
Несколько дней назад я снег сверху убрала, потому что внизу был уже такой пар, капала на розочку водой. Но это единственная розочка, которая осталась укрытой только одним слоем лутросила, потому что после первого слоя просто выпал снег. Вот этот вот толстый побег, он в прошлом году первым вырос и отцвел. Вот у него такой, как рыбий скелет, я немножечко края подровняла, обрезала. Но вот если посмотреть, он живой до самого конца. Почки здесь набухли, значит, все пойдет в рост. Эти побеги выросли уже летом, к осени. Наверное, вызрели, потому что тоже на концах есть почки. Вот. Все живое. Пока у меня сложилось впечатление, что у первогодок побеги зеленые, а вот у второгодок почему-то вот уже они более темные. Хотя тоже выросли в прошлом сезоне. Что по поводу еще одной ангелы? В феврале месяце, когда я снимала самое свое первое видео, я показывала, что ее я не укрыла. Здесь, к сожалению, тоже не укрыла. Не хватило, все думала потом. Здесь еще одна ангела. Возможно, придется тоже ее обрезать. Дай бог, чтобы прижилась вообще. Забыла, и не было у меня укрывного материала. Укрыла я ее только в феврале. Прежде чем укрыть, я обрезала побеги, которые были гораздо выше, потому что они были уже темные. Вроде бы живая, маленькие почечки, но живые. А здесь Леонардо да Винчи. Это не укрытая, это укрытая. Ну что, состояние ее тоже хорошее. Здесь ничего не почернело. Почки живые, набухшие. А вот та, которая не укрытая. Леонардо. Вот черный побег сверху. И здесь высох. Рядом с Леонардо слева у меня Чандас Бьюти. 3 куста. Сейчас посмотрим. Вот состояние этих 3 кустов совершенно разное. Самый крайний почему? Потому что ветра с этой стороны. Побеги либо сверху, либо полностью черные. Но живое, конечно. Тот, что дальше, есть даже один конец побега черный, остальные живые. И еще один кустик, по-моему, в вполне нормальном состоянии. То есть, если вообще присмотреться только к самой верхушке, разве что подровнять. Вот, кстати, если осенью обрезать, не надо обрезать близко к почке, чтобы была возможность потом, наверное, сантиметр еще подрезать. Здесь мне уже нету места подрезать, а здесь можно подровнять. Это мой вывод теперь. Давайте посмотрим, как перезимовала лагуна. Тоже первогодка. Не буду полностью открывать, я думаю, здесь мы тоже все поймем. Так, самые концы побегов с почками. Это у меня пластиковые стяжки тут. Как видите, все зелененькое.
и с набухшими почками. Слева от Chanda's Beauty 3 кустика Main Schöner Garten. Тоже, по-моему, хорошо перезимовали. Артемис осенней посадки. Тоже зелененький. А вот моя любимица Пьер де Рансар. 3 куста. Маленький кустик, тоже зеленый. А здесь второгодка Амадеус, которая прошлую зиму тоже вся вымерзла до уровня земли. У Амадеуса весной выросло по 2 побега. И центральный побег вызрел, а боковые и побеги, которые выросли уже летом, они не вызрели. Но мне их было жаль обрезать, и вот то, что вы видите. Невызревшую часть побегов я буду удалять. Здесь у нас желтый Bright Smiles. В этой части 4 куста. И в этой части у меня 4 куста Каенни красная. Слева 2 осенние посадки. По центру весной сажала. Они большие. И справа еще 2 осенние посадки. Это Bright Smiles. Вот, наверное, тут один побег надо подрезать, остальные более-менее. Может быть, укоротить чуть-чуть. Это Каенни. Еще один. И рядом крот нарыл. А вот этот вот был не укрыт на зиму. И, как видите, верхняя часть вымерзла. Здесь тоже верхушки вымерзли. Но так как низко обрезано, возможно, большинство времени было под снегом. Здесь 2 кустика Марии Терезии. Все зелененькие и почечки набухшие. Красивые зеленые побеги. Слева цикламен, а справа Пьер де Рансар мини. Посмотрим сначала цикламен. Несмотря на крота, сами побеги живые зеленые. Надеюсь, крот не повредил корни. Вижу один побег, который мне не нравится. Вот, наверное, его надо будет либо здесь подрезать, либо вообще убрать. Это 3-й ангел у меня. Это Сурир де Хавр осенней посадки. Тоже был не укрыт, хоть и обрезан, но вот верхушки немножко подмерзли. 2-й кустик Сурир де Хавр. Тоже некоторые концы побегов подмерзли. Укрыла только в январе после первой оттепели. Фронт работ на весну. Пруд, место под лежаки, клумбы, ракарий.